Польша продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года. Речь идет о продолжении действия документов на временную защиту, сообщили в правительстве страны. Польша – одна из стран-рекордсменов по количеству проживающих украинских беженцев. Их тут живет около 1 миллиона. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Активность российских войск растет по всей линии фронта. Россияне пытаются вести наступление как минимум тактического, если не оперативно-тактического уровня, сразу на многих направлениях. В Париже стартовала артиллерийская коалиция для Украины. Франция и Польша предоставят новую военную помощь. Мы считаем и сообщаем нашим союзникам, что стоимость сдерживания Путина после завоевания им Украины будет гораздо выше, чем стоимость снабжения Украины для эффективной защиты от его акта агрессии. Не сдал язык, пора прощаться. Латвия выгоняет около 1000 россиян, а Эстония – целого митрополита из-за угрозы нацбезопасности. Это означает, что любому человеку с самого начала должно быть предоставлено право на добровольный выезд. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо, если вы нас смотрите сейчас. Обязательно поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Годовщина трагедии в Броварах. Год назад, 18 января, вертолет с руководством Министерства внутренних дел Украины упал на детский сад под Киевом. Погибли 14 человек и все 9 пассажиров борта. В Госбюро расследований Украины отметили, что обвинительный акт по делу катастрофы отправят в суд в этом году. Досудебное расследование содержит 163 тома, в каждом примерно по 250 страниц. Подозреваемыми по этому делу являются 5 должностных лиц Государственной службы України по чрезвичайним ситуаціям. Я сподіваюся, що після того, як завершено досудове розслідування, як оголошено 5 працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій підозра у порушенні правил безпеки польотів, а також у службовій недбалості, ми незабаром уже зрозуміємо, що справа в суді, а за судом уже і за судовими засіданнями визначити, яке покарання вони мають понести. Активность российских войск растет по всей линии фронта, констатирует проект Deep State. Аналитики построили график из количества боестолкновений, которые фиксировал украинский Генштаб. Спад количества штурмов армии РФ, который наблюдался перед зимними праздниками, закончился. Армия РФ накапливает силы на многих участках, а это значит, что ВСУ стоит в ближайшее время ожидать попыток наступления. Тем временем Минобороны РФ объявила, что захватила село Веселое к северу от Солидара Донецкой области. Впрочем, независимого подтверждения этой информации нет, украинский Генштаб не комментировал. Собственно, само село – это уже не село, благодаря освободителям это пустырь площадью меньше квадратного километра. Россияне пытаются вести наступление как минимум тактического, если не оперативно-тактического уровня, сразу на многих направлениях, и в районе Авдеевки, и в районе Бахмута, и на севере, на Купянском направлении. Если тут и там у них есть конкретные успехи, это просто показывает, что они приложили достаточно сил, задействовали достаточно средств. То есть пока у этого нет какого-то действительно оперативного, не говоря уже о стратегическом значении, но в общем и целом, начиная с осени, россияне пытаются всеми силами перехватить стратегическую инициативу и ведут наступление как минимум на том уровне, на котором им позволяет наличие сил и средств для чего-то действительно крупномасштабного. На данный момент не выглядит, что у них есть достаточно сил. В России открыли музей мародерства. Личные вещи украинцев, добытые в ходе вторжения России в Украину, выставили в музее так называемом СВО в Нефтеюганске. Там можно увидеть книги на украинском языке, автомобильные номера, магнитофоны и другие бытовые предметы. Неизвестно, правда, есть ли там стиралки. Утверждается, что вещи из оккупированных украинских городов привезли волонтеры после гуманитарных миссий. Российские военные, напомню, неоднократно обвинялись в мародерстве на оккупированных территориях Украины. Только за первые 3 месяца полномасштабного вторжения россияне отправили домой 60 тонн посылок, рассказывалось в расследовании издания «Медиазона».
Выставкой мы хотели показать важность нашей общей истории, которая была и которая пишется сейчас. Рассказать о братстве народов, о большом могущественном СССР, где создавалось много разработок, которые применяются сейчас по сей день. На одной из полок у нас есть газета «Правда» 1945 года, посвященная победе в Великой Отечественной войне. После окончания СВО будет и наша победная газета. НАТО всего через неделю начнет масштабное военное учение «Стойкий защитник», крупнейшее за последние 40 лет. В маневрах, которые продлятся до мая, примут участие около 90 тысяч солдат. Сценарий учений предполагает нападение России на территорию стран-членов Альянса. Подготовка к учениям началась после того, как немецкая газета «Бильд» публиковала статью, предположительно основанную на секретном военном документе. И попала в скандал, обнародовав сценарий как прогноз того, что РФ точно нападет на восточный фланг Альянса летом следующего года. Чиновникам НАТО даже приходилось оправдываться. В рамках преобразования своей армии Германия планирует к 2025 году иметь одну из самых современных дивизий НАТО. В общей сложности в Литве в ближайшие несколько лет разместят около 5000 немецких военнослужащих. Мы стараемся разрабатывать реалистичные сценарии. Я думаю, что сценарии, по которым мы тренируемся, похожи на те, что мы видели в Украине. Так что на самом деле мы просто повторяем тот тип войны, который мы видели в Украине. Я думаю, что действительно важно доказать, что мы способны прийти с более мощными силами. Поэтому я хотел бы, чтобы часть моих войск, а это около 5000 человек, была переброшена в Литву. И мы продемонстрируем, что у нас есть потенциал и возможность сделать это в кратчайшие сроки, до того, как возникнет возможная угроза. В Париже стартовала артиллерийская коалиция для Украины. Инициатива под руководством США и Франции, состоящая из 23 стран, является частью усилий группы «Рамштайн», которая объединяет более 50 союзников Киева. Франция пообещала ежемесячно передавать Украине по 50 управляемых авиабомб «Хаммер». Они имеют среднюю дальность поражения около 70 километров и могут запускаться с советской авиации. Также Франция будет передавать Украине по 3000 артиллерийских снарядов в месяц, разово 40 дальнобойных ракет «Скальп» и изготовит также 78 самоходных артиллерийских установок «Цезарь». Украина купила у Франции 6 таких установок, сообщил министр обороны Франции. Это позволит использовать отзывы, которые украинская армия может дать нам после использования нашей САУ «Цезарь», поскольку она широко применяется в наземных операциях. И далее оружейная компания Nexter проведет некоторую модернизацию этой пушки, в частности, в сопровождающих ее беспилотниках. Как показывает ситуация на поле боя, современную артиллерию ничем не заменишь. Мы должны продолжать наши усилия по улучшению технологического производства, наращиванию производства боеприпасов и развитию артиллерийского потенциала. Кроме того, и Польша рассматривает возможность производства большего количества боеприпасов и военного снаряжения, заявил новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Давосе. И также страна работает над новым пакетом помощи для Украины. Это вопрос национального консенсуса в Польше. Мы изучаем, какие у нас есть возможности для производства дополнительных боеприпасов и оборудования, а также что у нас еще есть на складах. Мы считаем и сообщаем нашим союзникам, что стоимость сдерживания Путина после завоевания им Украины будет гораздо выше, чем стоимость снабжения Украины для эффективной защиты от его акта агрессии. Эстония собирается выдворить главу православной церкви из-за угрозы нацбезопасности. Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, известный в миру как Валерий Решетников, должен покинуть страну до 6 февраля. Власти отказались продлить его ВНЖ из-за угрозы национальной безопасности. А кроме того, из Латвии также могут вытурить около 1000 россиян. Пока что их просят уехать по-хорошему. Эти люди не выполнили требования закона об иммиграции, не сдали тест на знание национального языка. В апреле к ним могут добавиться еще 2500 граждан РФ. Сейчас мы говорим только о добровольном выезде. Это означает, что любому человеку с самого начала должно быть предоставлено право на добровольный выезд, за исключением случаев, когда речь идет о национальной безопасности.
Если человек ничего не делает и не подает апелляцию, это тоже может быть принуждением. Я могу только сказать, что некоторым людям из этой группы также было отказано из-за угрозы национальной безопасности. Ситуация на Ближнем Востоке из-за действий Ирана приводит человечество к Третьей мировой войне, сообщает британская Daily Express со ссылкой на слова источников в Пентагоне. Сначала иранские военные уничтожили 2 базы радикальной группировки Джейш аль-Адль, находящиеся на территории Пакистана. Следом Пакистан нанес ответный удар по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Чуть раньше Иран также нанес ракетные удары по северу Ирака и Сирии. Впрочем, говорить о том, что эти действия перерастут в большой конфликт, пока что рано, говорят аналитики. Пакистану нужно было как-то ответить, учитывая, что по заявлениям Исламабада в результате иранского обстрела, первого в истории, беспрецедентного, погибли мирные жители, включая детей. И Иран, кстати, я думаю, что воспользовался крайне сложной экономической и политической ситуацией внутри Пакистана, где нет нормального правительства, где сейчас только временное правительство, где вообще там большая чехарда с руководством страны. Но, тем не менее, Пакистан нашел в себе силы, чтобы как-то ответить по принципу око за око, но не для того, чтобы развязать какую-то войну против Ирана. А так, в целом, я думаю, что очаги напряженности, они будут возникать то тут, то там на большой карте Ближнего Востока вследствие того, что пока продолжается война в секторе Газа. И вот до тех пор, пока идут боевые действия в палестинском анклаве, следует ожидать каких-то новых, подчеркну, локальных эскалаций, но не полномасштабной войны. Ставлю точку, благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей, слава Украине, живи Беларусь!